Бойница должна смотреть туда, откуда ждут врага. Но на Великой Китайской стене есть участки, где оборонительные элементы смотрят не на север, а на юг, в сторону самого Китая. Если стену строили против северных кочевников, почему часть ее обороны развернута назад? И кто тогда был врагом? В интернете на эту аномалию есть быстрый ответ. Стену строил не Китай, строила Тартария, стертая империя. На юг, потому что Китай был врагом. Звучит красиво. И этот ответ собирает миллионы просмотров. Я открыл старые карты, энциклопедии и академические работы о Великой Стене, в том числе книгу Артура Уолдрона, одну из ключевых работ о том, как реальная система укреплений превратилась в миф о единой вечной стене. И чем глубже я копал, тем яснее становилось. Интернет-версия права в деталях, но ошибается в главном. Сегодня я расскажу вам неочередную теорию. Сегодня я проверю самую популярную из них и покажу, в чем она права, а в чем стреляет себе в ногу. И в финале мы упремся в загадку, которая интереснее любого «Кто украл стену?». Я называю ее «Правило одного символа». Запомните это словосочетание. Оно объяснит, почему мы вообще задаем этот вопрос. Что такое бойница? Узкое отверстие в стене. Через него стреляют. Правило простое. Бойница смотрит туда, откуда ждут врага. На любой европейской крепости это работает буквально. На замке Конви в Уэльсе бойницы наружу. На Каркасоне наружу. На римском Лемесе наружу. Открываем Великую Стену. Участок Циншанлин, к северо-востоку от Пекина. Перед нами не гладкая линия на карте, а сложная военная конструкция. Башни, проходы, парапеты, зубцы, внутренние площадки и участки, где оборона могла работать не в одну сторону. А на отдельных минских секциях южная, внутренняя сторона выглядит гораздо активнее, чем ожидаешь от простой схемы. Север – враг, юг – свой тыл. Там видны проемы, зубцы, боевые элементы, которые в популярной версии сразу называют бойницами против Китая. Но это еще не доказательство, потому что у Великой Стены были и внутренние парапеты, и двусторонние зубчатые стены, и башни, рассчитанные на разные сценарии боя. Если противник обходил укрепления или прорывался через проход, гарнизон должен был защищаться уже не только наружу. То есть сама аномалия реальна. Но она не такая простая, как кажется в роликах про Тартарию. Она не доказывает, что стену строили с севера против Китая. Она доказывает другое. Школьная картинка «одна стена, один враг, одно направление обороны» слишком примитивна. И вот здесь появляются две версии. Одна говорит, это обычная сложность военной архитектуры. Разные участки, разные эпохи, разные сценарии обороны. Другая говорит, нет, все проще и радикальнее. Если часть оборонительных элементов обращена на юг, значит стену строили не китайцы. В этот момент на сцену выходит слово, которое до сих пор взрывает комментарии. Тартария. Версия звучит эффектно, особенно если показать ее на старой карте. Однако здесь надо быть осторожным. Сильная теория редко рождается из чистой фантазии. Чаще она берет настоящую деталь и строит на ней слишком большой вывод. Сейчас разберем, что в этой версии действительно основана на фактах, а где она начинает рассыпаться. Версия выглядит так. К северу от Великой Стены на старых картах нарисована Тартария, огромная империя. Значит, эту империю стерли. И стену строила она, для защиты от южного соседа. В этой версии есть две настоящие детали и одно слабое место, на котором держится весь вывод. Разберем по очереди. Меркатор, 1595 год. На карте Азии Тартария крупным шрифтом. Блау, 1644. Тоже. Сенсон, 1654. Тоже. Делиль, 1742. Тоже. С административным делением. Великая Тартария, Китайская Тартария, Независимая Тартария. Это не одна карта-курьез, это 2 с лишним века европейской картографической традиции. Китайская Тартария обозначает часть нынешнего северо-востока Китая. Британская энциклопедия, первое издание, 1771 год. Там слово Тартария еще работает как большое географическое понятие. Огромная североазиатская область, растянутая от района Каспия в сторону Тихого океана. А сторонники теории обычно проворачивают эффектный трюк. Ранняя энциклопедия знает Тартарию, современной карты нет.
значит страну стерли. Но это слишком быстрый вывод. Если смотреть не один скриншот, а всю историю термина, видно другое. В 18 и 19 веках старая европейская география постепенно распадается на более точные политические и этнографические названия. Там, где раньше писали одно большое слово «Тартария», позже появляется Российская империя, Цинский Китай, Монголия, Маньчжурия, Бухара, Туркестан, Тибет. Слово не исчезает как улика после преступления. Оно устаревает, как слишком грубая карта мира. И чтобы это понять, надо задать главный вопрос. Что вообще означало слово «Тартария» для европейского картографа? Слабое место версии. Слово «Тартария» не означало единого государства. Здесь я обращаюсь к библиотеке Конгресса. Это главный каталог старой картографии. Их пояснение коллекции европейских карт Азии прямое. Тартария – это региональный и этнографический ярлык, который европейцы использовали для огромной зоны Северной и Центральной Азии, населенной кочевыми народами. Он не обозначал политическое государство. Именно поэтому на картах у Тартарии часто нет внутренних границ. Ее там просто нет как политии. Это работает как античная Скифия. Греки писали Скифия на всем пространстве к северу от Черного моря, но никакого государства Скифия не было. Были разные племена, и все они для греков были скифами. К XVIII веку картографы начали уточнять. Появились Великая Тартария, Китайская, Независимая, Московская. Это были не регионы империи. Это были разные земли, которые европейцы группировали под одним удобным ярлыком. После проверки от популярной версии остаются две настоящие детали. Первая. Тартария действительно была на европейских картах. Вторая. Само слово действительно постепенно исчезло из большой географии. Но эти детали не доказывают главный вывод. Тартария, как название на карте, еще не империя, а Тартария, как, возможно, историческая область, еще не строитель Великой Стены. В школе нам показывают одну Великую Стену. Ее начинают строить при Цинь-Шихуанди. Она вечная, она единая. Это удобная картинка для учебника. Но если открыть китайские военные трактаты Минской эпохи, а это с 14 по 17 века, документы с печатями и датами, там нет одной стены. В 1449 году произошла Туму-катастрофа. Войска монгольского лидера Эсена разбили армию минского императора Джентуна. Сам император попал в плен. Это шок для империи. После этого мины начали лихорадочно укреплять северную границу. В середине 16 века Алтан-хан, монгольский правитель, регулярно совершал набеги. Один из них в 1550 году дошел до пригородов Пекина. Это документировано в Мин-Шилу, официальной хронике династии. И вот ответ минов. От Ци-Цигуан остались военные тексты, а его укрепления на северной границе хорошо документированы отдельно. В районе оборонительных командований Цзжоу и Чанпин при нем построили около 1200 полых кирпичных башен. Башни строились на север, чтобы защитить Пекин от северных кочевников. Получается противоречие. С одной стороны, задокументированная защита минов от северных набегов, с другой – амбразуры на юг. И кто же врет? А не врет никто. Фокус вот в чем. Великая Стена – это не один объект. Это система из десятков укреплений разных эпох. Цин-Шихуанди в 3 веке до нашей эры, Хань во 2 веке до нашей эры, северные династии – Цин, Юань, Мин. Каждая династия строила свою стену в своих местах, по своей геометрии, со своими амбразурами. То, что мы сегодня называем Великой Стеной, это компиляция. Хорошо видный Бадалин, почти полностью Мин, Цзиньшанлин Мин. Но в Гансу есть участки Хань с совершенно другой геометрией. Во внутренней Монголии секции Цзинь, защищавшие империю Цзинь от монголов. У них амбразуры на север, потому что Цзинь, джурченское государство, реально защищалось от монголов. А на отдельных участках Мин действительно есть двусторонние парапеты. Это уже задокументированный прием военной архитектуры. Если враг прорывается через стену, защищаться можно с обеих сторон. То есть аномалия с бойницами на юг реальна, и она требует объяснения. Но объяснение звучит не как строила Тартария, а скорее разные эпохи, разные строители, разные тактики и иногда конкретные локальные причины, по которым до сих пор спорят историки. Вот здесь мы упираемся в настоящую тайну, и она интереснее обеих популярных версий. В 1990 году принстонский историк Артур Уолдрон опубликовал монографию «Великая стена Китая. От истории к мифу». Одна из ключевых академических книг о Великой Стене как историческом мифе.
Главный тезис Уолдрона. Образ единой непрерывной Великой Китайской стены – это конструкт XIX и XX веков. Его создали три силы. Первое – европейские путешественники с 17 по 19 век. Они приезжали, видели впечатляющий участок под Пекином и описывали его как огромную единую стену через весь Китай. Реальная картина – десятки разных стен в разных провинциях. Для них была слишком сложной. Вторая – китайские интеллектуалы XIX века. Они переняли европейский образ. Стена стала символом вечной непрерывной китайской цивилизации. Третье – китайский национализм XX века. К 1949 году Великая Стена была официально объявлена символом нации. Сложная мозаика из разных династических укреплений превратилась в одну стену. И когда сложный объект превращает в один символ, исчезают все его настоящие странности. Я называю это правилом одного символа. Стена с амбразурами на юг не вписывается в символ, игнорируем. Двусторонние парапеты на разных участках не вписываются, игнорируем. Стены Хань в Ганьсу с другой геометрией не вписывается, игнорируем. Этнографический ярлык Тартария на старых картах не вписывается в символ единого Китая, выбрасываем. Символ упрощает, это его работа. А реальность гораздо страннее. И в этой странности интереснее жить. Официальный миф говорит, была одна великая китайская стена, вечная, непрерывная, направленная против варваров. Альтернативный миф говорит, была одна великая Тартария, и у нее украли стену. Но оба мифа делают одно и то же. Они берут сложную реальность и сжимают ее до одного символа. А настоящая история начинается там, где символ трескается. В бойнице, в старой карте, в слове, которое исчезло из атласа, и в вопросе, который слишком неудобен для простой версии. Иногда карта меняется не потому, что кто-то нашел новый путь, а потому, что старый мир просто перестали на ней подписывать. И если вам интересно узнать о местах, которые исчезли с лица Земли уже не из старых атласов, а буквально за последние 50-70 лет, смотрите это видео.